Что еще можно сказать? Не-не-не, все нормально, спасибо. Careless smoking could kill you and your family. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня, наконец-то, я решился сделать видеообзор на свой любимый автомобиль. Это Mercedes W203 кузов, C200, компрессор. Такой вот замечательный экземпляр мне достался. Но не все люди с достатком, поэтому что получилось, на что хватило денег, то и приобрел. По кузову здесь много дефектов, много элементов, которые требуют доработок. Но, как говорится, если у тебя что-то... если твоя душа лежит к чему-то, то тебя ничего не остановит от покупки. И когда это вписывается в твой бюджет, это очень сильно может тебе... можно сказать, кредитовать твою покупку. Если ничего не отваливается, то почему бы и нет. Но в принципе в аварии эта машина сильно не была. Насколько я понял, вот это все бампера, все крылья родные, ничего здесь не менялось ни разу. Все косяки на машине, которые здесь есть, они присутствуют. Единственное, что я понял, был удар в это крыло. Это крыло переваривалось, перекрашивалось. Но на самом деле видео не об этом, а видео о том, кто собирается покупать эту автомашину так же, как и я, за небольшие деньги. Хотел бы сразу предупредить, в каком состоянии она мне досталась. Эту машину я покупал за 275 тысяч рублей в Москве на казанских номерах на Республике Татарстан. Да, вот такие люди приезжают, привозят в Москву, чтобы быстрее продать, очевидно. А я купил эту машину в комиссионке, никогда бы, вообще бы ни за что 2 года или 3 года назад я бы сказал бы нет, ни за что бы не купил. Но на самом деле, когда у тебя есть уже опыт в выборе автомобилей, и ты можешь проверить все документы, не отходя от кассы, через интернет на официальном сайте gibdd.ru. Это может сделать каждый, надо всего лишь знать, где, что и как, и так далее. Вот. Автомобиль оказался чистым, но за такую сумму мне пришлось вложить в него, когда среднерыночная цена этого автомобиля
350-400 тысяч рублей в хорошем состоянии. Но я понял, что здесь лучше все-таки, может быть, в чем-то как бы кредитоваться. Покупаешь автомобиль не в идеальном состоянии, чинишь его сам, и через некоторое время он становится лучше и лучше. Что я хотел сказать? Здесь мне пришлось сразу с покупки автомобиля заглянуть под капот. И мне кажется, каждого человека, кто будет покупать этот кузов в таком возрасте, заглянуть под капот, это будет его, не знаю, не святая идея, но, в общем, это каждого коснется. Когда я купил этот автомобиль, первое, что мне пришлось сделать, это заглянуть под эту крышку. Потому что машина троила, и меня это беспокоило. Сразу же я поехал, естественно, к знающим людям на СТО. Мне сказали, что нужно... у меня также есть, конечно же, сканер свой маленький, EML 327, который тоже доступный очень сильно. Через телефон, смартфон можно спокойно продиагностировать. И там была ошибка, не работает зажигание или пропуск и зажигание в первом или в четвертом цилиндре, не помню точно. Что сразу меня это подстигло. Естественно, люди, которые знают, они сразу же говорят, что эта катушка умерла. Но мне мой опыт подсказывает, что в принципе катушка это такая вещь. Либо они умирают по парам, либо там практически все сразу, но чтобы одна катушка, я не знаю, очень редко такое бывает. Естественно, мне пришлось заглянуть под крышку. Вот. И сняв вот эту замечательную катушку зажигания, я пришел к выводу, что она просто заполнена была маслом. То есть масло, которое... То есть на самом деле просто кто-то менял катушки. То есть не катушки, а на самом деле просто кто-то менял свечи в свое время и не до конца докрутил маленькие болтики. А эти болтики очень сильно влияют на прижим прокладки. Прокладки колодцев, свечных колодцев. Это очень важный момент, потому что масло, оно как бы давит, и туда постепенно капельки масла заполнили цилиндр, и в связи с этим были пропуски зажигания. Первое, что мне понадобилось, это купил набор со звездочками Torx, со звездочками просто с обычными. И так получилось, что мне достался с большой скидкой маленький набор Umbro, которым в принципе хватило мне, чтобы, как сейчас помню, головка на E7 откручивает вот эти маленькие болтики. Вот. И я самостоятельно исправил эту ошибку. Всего лишь выкачал масло из первого цилиндра, не цилиндра, а из колодца, простите. И все заработало. Также сразу же первые, еще одни симптомы — это неработающий гидроусилитель руля, потому что здесь очень быстро выходит из строя этот агрегат. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что просто люди запускают качество масла, и вот эта вся пыль, вся грязь, которая в масле находится, она постепенно изнашивает вот эти допуски сотых долей, которые и создают насос вот этот. Он очень, кстати, его всего лишь легко тоже исправить. И там нужно подточить шкуркой, наждачной. Всего этот насос очень легко на самом деле привести к жизни. Нужно очень точно наждачной бумагой подточить все лепестки, выровнять. Вот, и тогда сразу же будет зеркало, которое будет создавать эффект турбины, что и будет приводить насос ГУР, да? Дальше проблемка была у меня с обгонной муфтой.
Это уникальная для мерседесов. Ну, на самом деле, я до этого не знал, что существуют такие механизмы, которые ослабевают скорость обгона. Вкратце поясню. На генераторе стоит не просто шкив, а шкив со свободным ходом. То есть, когда под нагрузкой генератор сначала вырабатывает необходимое количество, то есть нагрузка, а когда вы отключаете нагрузку, там кондиционер, например, там или еще что-то, этот шкив сбрасывает, то есть прокручивается, потому что он как бы отпускает, и шкив быстрее начинает вращаться. Если не вдаваться в подробности в этот механизм, то если он заклинивает, то это очень сильно чувствуется. И если шкив начинает только-только заклинивать, то производит двигатель очень мощный треск, рокот. И когда под большой нагрузкой включаешь кондиционер, здесь стоит очень большой рокот. Именно вот с такой функцией, проблемой я купил этот автомобиль, не боясь ничего. Знал, что с коробку я проверил, с коробкой все было нормально. Я думал, на самом деле это подушка, либо еще какой-то механизм, узел. Проблем, подумал я, не должно быть. Дальше, чтобы снять этот ремень, мне пришлось купить тоже достаточно много звездочек. Я также грешил, что вот этот ролик может заклинить, потому что он издавал какие-то звуки. Я его тоже решил заменить. В общем, автомобиль был в не очень хорошем состоянии, но бояться нечего. В целом, на сегодняшний день я владею этим автомобилем уже целый год. Через 2 месяца будет ровно год. 10 месяцев, ладно, владею. И в принципе ничего такого супер криминального этот автомобиль мне еще пока не доставил. Был момент, когда 4 дня этот автомобиль стоял на парковке. Я хотел заехать на шиномонтаж и купить задние колеса. В итоге я приехал на шиномонтаж и говорю: ребят, есть 2 задних колеса? Ребята сказали, что нет, и я не смог уехать с этого шиномонтажа, потому что стартер, который находится вот здесь, надеюсь, вы его увидели, он просто, щетки, которые там стояли, они закончились в этот прекрасный момент. И я понял, что такое, когда ты стоишь, прикуриваешь автомобиль и не можешь понять, почему он не заводится. Ну ладно, щетки. Щетки — это полбеды. Щетки можно заменить, а есть еще втягивающее реле, которое там прикипает, контакты у него, пятачки эти, которые тоже не позволяют стартеру, не замыкают цепь, и стартер не вращает двигатель. С этим нужно тоже как-то... это невозможно проверить при покупке, поэтому если вы не готовы самостоятельно поменять стартер в тех условиях, в каких я менял, то лучше будет, наверное, сразу же поменять, потому что это больная проблема. Еще беспокоила ошибка МАФа. МАФ — это вот эта вот замечательная деталь. Это расшифровывается как Mass Airflow сенсор. То есть это датчик расхода воздуха, и он тоже выдает ошибку. Также слабый агрегат — это вот эта вот дроссельная заслонка. Контакты покрываются маслом и пылью, и их либо нужно почистить. Я постараюсь снять отдельное видео про это. Не знаю, насколько получится, потому что
В большинстве случаев лучше заменить на новую. Кто-то меняет от УАЗа Патриот, пересверливает отверстие, там что-то крышку, что-то другую ставят, по-моему, насколько я помню. Вот. И она подходит, ничего перепрошивать не надо. Сразу же хотелось отметить, что это 2003 год, до рестайл. С 2004 года здесь уже идет другой двигатель. Это 271-940. Также хотелось отметить, что основная проблема с этими двигателями, что здесь растягивается цепь. В моем случае я цепь еще не менял. Проехал я где-то 40 тысяч километров. На приборной панели расход... на приборной панели километраж ближется уже к 200 километрам. На приборной панели километраж движется уже к 200 тысячам. И пока я не слышу особых каких-то звуков, что фазы уже начинают смещаться, но, по крайней мере, сейчас мотор еще тяговит. На самом деле, я снимал крышку и не увидел жора звезды и не увидел ослабевания натяжки цепи. Хотя кто-то говорит, что это можно увидеть профессиональным сканером STAR, что там на каких-то углах можно уже даже определить, что цепь растянута. Не знаю, насколько это точная информация. Кто-то реально нужно опыт владения этим сканером, профессиональным сканером. Что еще хотелось бы отметить? Основную проблему также можно увидеть в том, что открыть крышку расширительного бачка так и увидите вот такой вот налет. На самом деле это результат масляной пленки, и это на самом деле ничего страшного, это результат теплообменника, работа теплообменника, и это устройство находится под масляным фильтром, вот здесь вот, и прокладка, которая находится в этом теплообменнике, она проедает, то есть масляные каналы проедают пространство, я не знаю, как сказать, и происходит нарушение, то есть масло поступает в систему охлаждения. Точнее, масло здесь практически не поступает. Возможно, здесь была проблема, я еще даже не знаю точно, не разбирался с этой системой, но при покупке этого автомобиля учтите, сразу же посмотрите под крышку расширительного бачка. Если там у вас плавает масло, значит, это повод скинуть. Достаточно больших денег стоит замена либо самого радиатора, потому что это может быть там еще проблема, либо теплообменника. Напомню, что масло, когда попадает на резиновый уплотнитель, оно начинает разъедать, и с этим лучше не затягивать. С турбиной проблем нет, но я, насколько понимаю, подшипник, который там находится, он может стучать уже, на самом деле, подстукивать, но у меня, в принципе, нету никаких проблем. С АБС тоже нет проблем. Также хотелось сказать, что эта машина очень сильно любит проблемы с электроникой. И в этой машине конструктивно, неправильно товарищи из Mercedes разместили задний блок сам. Конечно, это не ML в 163-м кузове. Там задний блок сам, точнее передний блок сам расположен вообще в пассажирском салоне и внизу в полу вместе с аккумулятором, представляете? Вот здесь проблема в том, что когда попадает дождь, капельки спускаются по вот этой вот замечательной
накладки и прямиком вот сюда, в блок сам, который на заводе не был залакирован. И все дорожки, которые там находятся, они попадают под влагу, и влага начинает передавать электричество. А это не нравится дорожкам, и дорожки начинают перегорать. А также это не любят микросхемы, которые там находятся. И микросхемы тоже начинают выходить из строя. И, в общем, вообще задний блок сам очень чувствителен, очень слабое звено, в общем. Поэтому, друзья, сразу же при покупке этого автомобиля вам нужно проверить обогрев заднего стекла. Потому что он свидетельствует о том, что перегорал ли задний блок или нет. В основном это обычная как бы такая болячка у этого цех-кузова. Провод, который идет от обогрева стекол, он обугливается на самой плате. И вы, конечно, этого не увидите, но он свидетельствует о том, что работает он или нет. Нужно проверить все, что можно, электронное, здесь нужно проверить. Ну и проблема с поворотниками, проблема с габаритами. Очень много ошибок вызывают не сами лампочки, которые очень редко перегорают, гораздо реже выходит сам блок сам. Поэтому, друзья, сразу же проверьте левый и правый указатель поворота, аварийная сигнализация, открытие, закрытие автомобиля на дистанции. Вы подходите к автомобилю вплотную, потому что вот у меня работает только вот этот инфракрасный датчик. Радиоканал у меня не работает, потому что блок сам, видно, сломался, либо сломалась вот здесь вот антенна, которая отвечает за радиоканал. Что еще можно сказать? Смотрите, я еще даже не дошел до подвески, да? Подвеска здесь многорычажная, очень надежная в целом. Есть такие косяки, как шаровые. Есть проблема с шаровыми, они вылетают очень часто. Ну, вот у меня на самом деле, кроме шаровой, я еще ничего не менял в этой подвеске, хотя, может быть, мне досталась живая подвеска. Но диагност, который смотрел всю подвеску, говорит, что нужно задние рычаги тоже менять. Зачем это делать, я не знаю. Так, что еще? В целом, как бы все. Особых таких вложений я в этот автомобиль не делал и не хочу делать. Есть проблема с датчиком уровня охлаждающей жидкости и с датчиком омывающей жидкости. Эти датчики взаимопопарно связаны между собой, поэтому если у вас заканчивается жидкость омывающая, у вас возникает сразу две ошибки. Это нормально. Почему так сделано, непонятно. Я раньше думал, что у меня, опять же, не работает вот этот вот замечательный датчик. Я его купил, поменял, ошибка не исчезает. Я понять не могу, думаю, вообще даже допустить не мог такого, что у меня от того, что заканчивается жидкость в бачке, в омывающем бачке здесь, она может как-то влиять. Оказывается, влияет, и вот на будущее, если кто собирается покупать этот автомобиль, имейте в виду. Что еще можно сказать, предупредить, о чем при покупке этого автомобиля? По поводу коробки передач. Иногда она ведет себя очень хитро и подпинывается. Это тоже нормально, потому что коробка здесь умная, автоматическая. Если у вас до этого владелец очень быстро, интенсивно эксплуатировал автомобиль, то коробка адаптируется к его манере езды. И когда вы будете садиться и двигаться плавно, медленно, как и дедушка, то у вас будут тычки, пинки, потому что коробка будет хотеть переключаться и так далее. Это все можно сбросить, настройки все эти. Очень элементарно это делается.
Есть там отдельное видео, которое можно будет снять. Вот. Что еще можно сказать? Не-не-не, все нормально, спасибо. Вот, кстати, взаимовыручка. Люди на Мерседесах, которые ездят, это вообще, это сразу другая каста. Вот, просто человек подъехал. И я тоже подъезжаю к людям, которые на Мерседесах, и спрашиваю: ребят, может быть, какие-то проблемы? Может быть, это не вы выбираете машину, а машина выбирает вас. И это действительно очень важный такой момент, когда я купил этот автомобиль. Да, тоже забыл сказать. Здесь была проблема с генератором. Да, я про нее тоже почему-то забыл. И был недозаряд постоянно. И сразу же нужно было, конечно же, подкурить этот автомобиль. Ну, добавить ему энергии. И через некоторое время, когда я поднял руку, сразу же появился парень на такой же цешке, как у меня. Даже тоже дорестайл. Вот. И подкурил без проблем. То есть, как бы, это нормально для него, и для всех это нормально, для таких кузовов. Вот. И поэтому взаимовыручка, друзья, это очень важный момент в жизни. Поэтому помогайте, и вам тоже будут помогать люди. С генератором. Что насчет генератора? Здесь с генератором на самом деле проблем особых не было, но он меня подвел. Помню, на работе, я работал на этой машине, мне нужно было отвозить, помогать людям, перевозить одни вещи в другие вещи, и все, сломалась зарядка, и что я делаю? Я просто беру, снимаю ремень, снимаю сам генератор, везу его в сервис, и за час мне сделают этот генератор, везу обратно, ставлю и еду на работу дальше, работаю. Все это мне заняло 3 часа в Москве. Помню, это где-то в районе Фили, и было весело. Что еще хотелось бы сказать? Больше на самом деле здесь особо никаких проблем мне еще ничего не доставляло. Вообще, по сути, это не проблемная машина. Тьфу-тьфу-тьфу. Я бы не сказал, что она меня сильно подводила, но в морозы, в морозы, она заводится нормально. Вот. Даже ничего вообще в голову не приходит, чтобы еще сказать, что вот реально о чем-то предупредить. В принципе, машина, все вы про эту машину знаете, я вам лишь хотел сказать вот этот опыт починки, опыт каких-то вложений. Он небольшой, где-то 30-40 я вложил за 10 месяцев. Это просто запчастей, без работы, естественно. Ни на каком СТО я ни разу не ремонтировал этот автомобиль. Кстати, сейчас поймал на себя на этой мысли, что я своими руками везде сам обходился. Даже вот хотел отдать на ходовку машину, но взял и сделал это сам, да? Потому что это все просто и доступно. Что еще хотелось бы сказать? Да в целом, как бы, все, на самом деле, давайте еще раз пробежимся по основным моментам, когда вы смотрите эту машину. На кузов, по предмету, битые, не битые, это вы смотрите сами. Самое главное, чтобы лонжероны, как говорится, были целые, не вареные. Вот. И все. Все остальное, и подушки не стрельнутые. Вот. Также хотелось бы отметить, что все стекла здесь родные, да и краска в некоторых местах, она тоже родная здесь, потому что вся тачка в косяках. Естественно, ее никто ни разу не красил. Вот. Я думаю,
на первый раз хватит. Это был мой первый обзор. Надеюсь, действительно кому-то что-то пригодилось, понравилось. И вот, в общем-то, и все. Ну, а если вам понравилось, заходите на мои видео остальные. Заходите в мою группу ВКонтакте. Она только начинает существовать. Называется она «Гаражируем». Гаражируем.ру. Это сайт, на котором я тоже дублирую информацию, если вам так проще запомнить. Ну, ссылку я, как говорят все товарищи, добавлю в описание. Ну что, друзья, всем спасибо, кто посмотрел. Надеюсь, информация была полезна. Действительно, кто-то, может, что-то не знал. А вот сейчас я буду, наверное, помогать вот этому товарищу на Volkswagen. И, может быть, вечер будет вообще веселым. Может быть, мы здесь будем перебирать. Ну все, всем пока. Помочь, нет? Подтолкнуть или что? Или завести? Да я не знаю, что тут перестал работать. Может, прикурить? У меня провода есть. Не, нормально, аккумулятор масла. Ехал, пуп, и все. Бензин, может? Что, толкнуть? Нет? Толкнуть? Нет? Все нормально? Да, само может заведется, может не с этой стороны. Я попробую выгрузить. Может, здесь какой секрет есть, блядь? Что, недавно взяли, что ли? Да нет. Я ж таких грузов не возьму. Гости сигарет есть? А я не курю вообще. Ну, похоже, что бензин закончился все-таки. Бензину там вообще. Море, да? Значит, насос. Ой, блядь. Так, как узнать? А когда поворачиваете, насос где вообще располагается здесь? В багажнике. В багажнике? Он шумит, нет? Не, нету ничего. Ну-ка еще раз. Походу реально насос. Так, а может предохранитель? А предохранительный насос есть? Там должны быть. У меня цешка есть, надо проверить. Ну, цешка есть еще. Вот им-то? Ну, Кстати, да, можно будет сейчас. проверить это. Ну, в смысле, цепь идет ли на него 12 вольт. там. Целый? Вот так вот бывает. Человек сломался. Надо выручать. Сейчас посмотрим вольтметром. Приходит ли 12 вольт на двигатель. Фу ты, на двигатель. На насос. Не убирается, да, пол? Не. Так, ну ничего, пусто. Давай. Да. Ну, 11, 12. Сейчас. Все, значит, вольтаж есть у нас. Ну, 11. А должно быть 12, нет? Не, нормально. Без разницы. Да. Ну, значит, Так, давай тогда. сопротивление давайте померяем. Нет? Не хотите? Там вообще обрыв. Вот так? Правильно сопротивление померяем? Да, все правильно. Что-то не пикает тебе. Не, он не пикает просто. Ну, 0 это значит есть.
0. Ну, значит, есть контакт. Значит, нормально? Нет, значит, либо может закиснуть, в смысле короткое замыкание, во-первых. Тут надо давайте 200 Ом попробуем, посмотрим. Да. Может там. Ну что? Что-то 1,3, 1,3. да? Да. Что у нас, нормально, ненормально? Я не знаю, сколько должно быть у нормального. Ну, наверное, побольше чуть-чуть. В смысле, поменьше. Ну так у нас... Во. 1,3. Один 4, 5. Хуй его знает. Может, я провод пережал, блядь. Так, а вы запомнили вообще, типа, как бы это? Конечно. Может, мозги там просто это? Может, клемма просто слетела? Да. Ну реально насос, значит. А где сам топливный магистраль? Вот это? Не-не-не. Вот это? Нет, вот насос не жужжит, он должен жужжить. Да понятно, что он нормально должен жужжать. Ну что, ВАЗовский магазин тогда надо ехать. Менять насос, У снимать. меня все есть, у меня машина есть. На базу просто надо доехать, да и все. Я что до дома. Так, ладно. Ну поехали. Запарь. Не надо? Нет, конечно, запарь. Я сейчас механику позвоню. А это что за автомобиль такой интересный? Бэх, что ли? Цешка, Мерседес. А, Мэкс. Ну если недалеко, просто можно. Нет, далеко. Далеко, да? Ну ладно, что тогда. Да, Успехов. Да ладно, что. Ну что, друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Надеюсь, обзор был интересный. А также вы узнали, что у Volkswagen бывает иногда ломается погружной насос бензиновый насос, и его нужно всегда возить с собой, чтобы поехать дальше и не ждать эвакуатор. Добавляйтесь в друзья, будем общаться, приезжайте в гости, попьем чай из самовара. Ну и что еще? Берегите себя. Всем удачи!